Добрый день, дорогие друзья! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня буду готовить два очень вкусных блюда. Это вареники с творогом и пельмени с картофелем. А чтобы создать весеннее настроение и придать им оригинальный вид, мы будем делать их из цветного теста. Смотрите это видео до конца, и вы узнаете в подробностях, как приготовить этих два оригинальных блюда. Для этого нам понадобится отварной картофель в пюре и творог. Одно яйцо делим пополам. В картофель мы добавляем белок, а желток мы складываем в творог. Вареники с творогом мы любим сладкие, поэтому добавляем немного сахара. Соль я не добавляю, потому что творог становится более жидким. Аккуратненько все перемешиваем. Получается очень хорошая плотная масса. Желток более плотный, поэтому хорошо будет держать творог. Ну а белок можно добавить и без того плотный картофель. Убираю творожную массу и займемся картофельной начинкой. В картофельное пюре я добавила сливочное масло, немного соли и сейчас перемешиваю с белком. Процесс этот не очень быстрый, поэтому приходится проявить терпение. Рабочую поверхность припыляем немного мукой. Делаем это равномерно, чтобы тесто не прилипло ни к рукам, ни к поверхности. Тесто я вымесила заранее, поэтому сейчас немного придаю ему форму. Чтобы тесто не прилипало к скалке, ее нужно немного припылить мукой. Тесто надо раскатать примерно 3 мм. И сейчас начинается самая ответственная работа. Нужно аккуратно сделать круглые формочки. Если стаканчиком не до конца прорезать тесто, то все это в итоге слипнется. Как приготовить разноцветное тесто, я на канале выложу отдельно. Это можно будет посмотреть в следующем видео. Родители с маленькими детьми меня поймут. Если дети не очень любят кушать еду, то приходится идти на разные ухищрения. И чтобы сегодня усилить интерес к классическому блюду, мне пришлось делать разноцветное тесто. Восторгу и радости детей не было предела. Ну а тем временем я раскладываю творог и аккуратно заворачиваю края. Вот таким образом. Кто лепит вареники таким образом, конечно, первый раз потребуется определенная сноровка. Ну, примерно с третьего раза у вас будет уже выходить легко и свободно. Пока мы лепили вареники, у нас закипела вода, и я добавляю растительное масло и немного соли. Масло нужно для того, чтобы вареники в течение варки не слиплись друг с другом. Чтобы вареник не прилип ко дну, я опускаю его в воду, немного придерживаю за кончик и через несколько секунд отпускаю. Эта маленькая хитрость также помогает, чтобы вареники не прилипли между собой. За это время тесто успевает схватиться и перестает быть липким. В процессе варки вареники аккуратно помешиваем. После закипания 5-10 минут и можно вытаскивать их наружу. Теперь можно добавить несколько кусочков сливочного масла и, конечно, сливочный вкус сметаны добавит им свою оригинальность. Вот такие по-весеннему яркие зеленого цвета вареники у нас получились. Конечно, после зимы уже хочется весны, листвы, зелени. И приходится выходить из этой ситуации разными способами. На создание такого блюда мне натолкнула оригинальная идея на канале Мята. И я решила сделать такое же у себя дома. А еще я вспомнила очень забавную ситуацию, когда я в раннем возрасте приходила в гости к своей подруге, и ее дети с удовольствием кушали макароны разного цвета. Это на самом деле была очень большая редкость, и они с очень большим удовольствием их уплетали за обе щеки. Детская фантазия, конечно, не знает границ, и когда я пришла в определенный момент, когда кушали дети, просто младший ребенок взял в руки эти все макароны, подбросил вверх и закричал «Салют!». Он так обрадовался моему приходу, что я просто не смог сдержаться. Эту историю, конечно же, я запомнила на всю жизнь. Ну, а тем временем вареники мы делаем по такому же принципу. Делаем кружочки, удаляем лишнее тесто и раскладываем картофель.
Картофелю, кстати, повезло больше. Я использовала 3 расцветки. Это бирюзовый, розовый и желтый. Возможно, постоянные зрители уже обратили внимание, что мои блюда представлены в очень ярких оригинальных красках. И это неспроста, история вся та же. Приходится придумывать какие-то оригинальные рецепты, оригинальные блюда, чтобы каждый раз ребенок, 2 детей ели с удовольствием. Сейчас в магазинах представлено много разных продуктов в ярких красочных упаковках, и дети, конечно, обязательно ведутся на всю эту пестроту. Но хочется кормить домашней вкусной и полезной едой, а магазинная далеко не всегда такова. Ну вот уже готова желтая лепешечка. И ее толщину мы, кстати, также делаем 3 мм. Скоро эта вся история приблизится к своему логическому завершению. Ну, а я доделаю кружочки, раскладываю картошку и начинаю лепить так, как пельмени. Надеюсь, вы меня простите, картошку мне придется все равно выкладывать немножко пальцами. В приготовлении домашней еды все равно приходится делать в основном все руками. Честно говоря, начиная это блюдо, я не ожидала такой бурной реакции, радостного восторга в приготовлении этого блюда. Дети были, конечно, просто в эйфории. Ну и муж с удовольствием, конечно же, скушал большую тарелочку. Поэтому я думаю, что эксперименты на нашей кухне всегда будут уместны. Слепить пельмени с картофелем, я думаю, получится у каждого. Очень просто складываем края, залепляем и соединяем 2 кончика между собой. Вот так проделаем со всеми пельменями. Процесс лепки пельменей и вареников, конечно, занял намного больше времени, чем сделанное видео, но тем не менее оно того стоит. Варим пельмени с картофелем по тому же принципу. После закипания 5-10 минут и готово. Можно и вынимать. Вот такие цветные оригинальные пельмени со сливочным маслом, сметаной и вареники с творогом у нас получились. Я надеюсь, мое видео вам понравилось. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы увидеть много интересных видео. А сейчас я вам предлагаю перейти на канал, вас там ждут много интересных видео с рецептами. Наверняка вы найдете рецепты на свой вкус.